пароме прошла спокойно, удалось даже выспаться. И ранним утром буксир швартует нас к пирсу города и острова Себу. Остров Себу расположен в центральной части филиппинского архипелага и относится к островной группе Висая. Вкупе с окружающими его островами, которых насчитывается порядка 167 штук, составляет одноименную провинцию Филиппин. Себу, пожалуй, самый исторически значимый филиппинский остров. В 1521 году у его берегов бросил свой якорь великий мореплаватель Фернанд Магеллан. Но, к сожалению, ввязавшись в межплеменные распри, он был убит вождем соседнего острова Мактан. В 1886 году на месте гибели знаменитого португальца был установлен памятник. Любопытно, что рядом с ним был установлен памятник вождю Лапу-Лапу, собственно и убившему Магеллана. При этом Магеллан почитается на Филиппинах как человек, открывший Европу и христианство, а Лапу-Лапу как первый борец с испанскими колонизаторами. Нередко на туристических сайтах и в различных путеводителях можно встретить описание курорта Себу как райского острова с красивыми пляжами, массой достопримечательностей и кучей развлечений. Однако на самом деле непосредственно остров и город Себу не очень-то подходят для отдыха. Здесь почти нет достопримечательностей, а все красивые и чистые пляжи находятся на соседних островах. Именно поэтому остров Себу рассматривается туристами всего лишь как транзитная точка до соседних островов. Из Манилы на огромном пятипалубном пароме я благополучно добрался до острова Себу, где приобрел билет на паром поменьше до острова Суригау, откуда уже на маленькой лодке я отправлюсь на маленький, но очень живописный остров Сиаргау. Пока мой паром бороздит просторы Тихого океана, совершим маленький экскурс в историю. В конце лета 1519 года 5 галеонов под командованием Фернана Магеллана отправились в первое в мире кругосветное путешествие. Через 2 года флотилия достигла берегов необитаемого острова, являющегося частью архипелага. Рядом мореплаватели обнаружили другие острова и сошли на берег одного из них, где отслужили первую католическую мессу. Отдохнув после долгих скитаний на гостеприимном острове, Магеллан и 237 членов его команды отправились к ближайшему крупному городу Сугбо, куда прибыли 17 апреля 1521 года. Интересно, что в записях итальянского летописца Антонио Пагафетты город назван Зубут, затем Зугбу, еще позже Зуббу и, наконец, Себу. Испанцы были тепло приняты королем Хумабуном и его супругой. При огромном скоплении любопытных аборигенов капеллан Магеллана, отец Педро Вальдеррама, отслужил католическую мессу по случаю крещения короля с королевой и их верноподданных. Во славу этому событию на острове Себу был водружен большой деревянный крест. Однако не все с восторгом приняли пришельцев и их новую веру. У берегов острова Мактан испанцы столкнулись с ожесточенным сопротивлением местных жителей под предводительством вождя Лапу-Лапу. И в ходе кровопролитной битвы последний убил Магеллана, а выжившие члены экспедиции были вынуждены отправиться домой. После смерти Магеллана филиппинцы отказались выдать тело испанцам, несмотря на их щедрые посулы, и останки великого первооткрывателя так и остались на острове Мактан. Прошло целых 44 года, прежде чем филиппинцы снова увидели испанцев. Высадившийся в 1565 году на Себу конкистадор Мигель Лопес де Легаспи занял город и основал в нем форт Сан-Педро. Так в истории страны начался испанский колониальный период, превративший тихую деревушку сначала в первое испанское поселение, а затем и в процветающий город. В это же время, благодаря испанцам, на Филиппинах появился первый колледж, позже преобразованный в университет. Сегодня Себу-Сити – это колыбель христианства в Азии, являющийся старейшим на Филиппинах городом, крупнейшим портом, сердцем региона Висая и культурной столицей страны, где говорят на своем диалекте, называемом Себуана. Как же все-таки здорово, друзья, идти на корабле по океану, когда вечернее закатное солнце прорисовывает просто необыкновенным светом далекие острова. Вдоль борта проносятся, выпрыгивая из воды, стайки дельфинов, а от корабля убегают летучие рыбы. Все это радует и завораживает глаз.
4 октября на Филиппинах стартует традиционный Октобер серфинг-фестиваль. И чтобы приобщиться к этому грандиозному мероприятию, я прибыл на отдаленный остров Сиаргао. Я плыл 2 суток, сменил 3 парома и преодолел расстояние 774 километра от Манилы. Но когда я пришел на пляж, чтобы искупаться, меня здесь ждали они – водоросли! Сиаргао – это небольшой филиппинский остров, расположенный в 800 километрах от юго-востока Манилы. Нежное и в то же время жаркое солнце, высокие пальмы, спелые кокосы, белый, искрящийся под лучами яркого солнца песок, бесконечная линия золотых пляжей, теплая и удивительно чистая вода Тихого океана создают поистине удивительную красоту и притягательность райского острова Сиаргао. Зеленые тропические джунгли, еще не испорченные туристами, до сих пор хранят свою девственную, нетронутую человеком природную красоту. Здесь нет каких-то особых достопримечательностей и мега крутых тусовок. Отдых на Сиаргао – это прежде всего возможность уединиться, насладиться красивой природой и, конечно же, заняться серфингом. Ведь Сиаргао часто называют неофициальной филиппинской столицей серфинга. Именно здесь проводится ежегодный международный кубок, пользующийся огромной популярностью во всем мире. Конечно же, не все пляжи на острове Сиаргао изобилуют водорослями, как рядом с моим хостелом. Я только начал знакомство с этим островом и уверен, что он мне подарит много замечательных и красивых мест. Ну а пока я продвигаюсь вдоль береговой линии и купаюсь во всех местах, которые мне понравятся. Не 1/10 километров я прошел вдоль береговой линии острова Сиаргао, испытывая поистине эстетическое и физическое наслаждение от созерцания окружающей меня красоты. Теплые воды Тихого океана, ласкающие остров прибойной волной, подобно хамелеону, имеют десятки разных оттенков цветов. У самого берега вода кажется просто бесцветной, подобно слезе, упавшей на белый песок. Однако по мере удаления от берега она приобретает все новые и новые краски. Сперва, будучи кристально прозрачной, вода обретает бирюзовый оттенок, плавно переходящий в насыщенный изумрудный цвет, а затем из яркого голубого плавно перетекает в глубокий синий. Кое-где белоснежные песчаные пляжи сменяются каменными плитами, которые, подобно чьим-то огромным языкам, выползают из моря, облизывая берег. В некоторых местах прибрежные скалы имеют весьма причудливые формы, образуя собой природные колодцы, джакузи и даже целые каменные бассейны с поистине фантастическим изумрудным цветом воды. При этом береговая линия на протяжении многих и многих десятков километров почти не тронута человеком. На ней отсутствуют какие-либо постройки, а незримое присутствие человека выдают лишь маленькие рыбацкие лодки, притянутые якорями и мирно покачивающиеся на волнах неподалеку от берега.
Однако жизнь на острове все-таки существует, и сосредоточена она в основном вокруг серфинга. Остров Сиаргау, или Шиаргау, как его немного пришептывая называют местные жители, своим восточным побережьем обращен в открытый океан, где проходит филиппинский глубоководный желоб Тихого океана. Благодаря наличию такого ярко выраженного рельефа на морском дне создаются благоприятные условия для формирования больших волн возле побережья. Ежедневно приливное течение на окружающих остров рифах образует приливную волну, наиболее развитую в юго-восточной части острова. Именно здесь, рядом с селением Генерал Луна, расположен лучший в мире серф-спот, знаменитый Cloud 9. Спот был открыт в конце 80-х годов группой австралийских искателей приключений и сразу же стал меккой для серферов со всего мира. Свое признание спот получил после публикации фотографий в американском журнале Surfer и был назван в честь шоколадного батончика Cloud 9, который лежал под рукой фотографа Джона Каллахана. После этого остров Сиаргау приобрел всемирную популярность, а спот Cloud 9 вошел в десятку лучших спотов по версии CNN. На базе спота Cloud 9 ежегодно проходят международные соревнования под названием International Surfing Cup, открытие которых я как раз и застал по прибытию на остров. Конечно же, кроме спота Cloud 9, на Сиаргау есть множество других серф-спотов, которые в равной степени готовы удовлетворить как амбиции начинающих серверов, так и требовательных профессионалов со всего мира. Ведь главное, что волны на Сиаргау есть всегда. На первом из отдаленных островов филиппинского архипелага я решил остановиться в хостеле. Во-первых, потому что цена была весьма приемлемой, 300 рублей, а во-вторых, мне нужно было закончить 2 серии по Индии. Где собака? Хорошо тебе здесь живется? В хостеле живут 2 собаки и кошка. Общаясь с замечательными четвероногими друзьями и веселыми туристами из разных стран, я провел несколько дней в этом замечательном хостеле, который на все 100% оправдывает свой высокий рейтинг на Booking.com. Хостел представляет из себя отдельно стоящий особняк с огороженной территорией и разбитым внутри нее зеленым садом. Жилое пространство внутри дома организовано очень удобно. Везде царит чистота и порядок, а англоговорящий персонал весьма добр и отзывчив, готовый в любой момент прийти на помощь и решить возникшую проблему. В хостеле имеется несколько скутеров и велосипедов для аренды. К услугам гостей предлагаются организованные туры для занятия разными видами активности, например, хайкингом, дайвингом, снорлингом, а также морские прогулки на соседние острова. Пожалуй, стоит упомянуть только один негативный момент, да и тот связан не напрямую с хостелом, а с его жуликоватыми обитателями. У нескольких человек из нашей комнаты пропали деньги, которые лежали в выдвижных ящиках под кроватями, в которые, как оказалось, можно залезть через ламели под матрасом. Подобный печальный опыт лишний раз доказывает, что все ценности необходимо хранить либо в надежных ящиках под замком, если таковые имеются, либо носить с собой. Лично я всегда придерживаюсь данных принципов в избежании подобных ситуаций. Очередным безмятежным утром на острове Сиаргау, когда солнечные лучи проникли в окна хостела, я понял, что порядком засиделся на одном месте и пора отправляться в дорогу. Взяв байк-такси, я поехал к причалу, чтобы на скоростном катере покинуть уже исследованный мною остров и отправиться к новым, пока еще неизведанным землям. На острове Сиаргау я провел несколько замечательных дней, прогуливаясь вдоль белоснежных пляжей, купаясь в теплой, кристально-прозрачной и бирюзовой по цвету воде Тихого океана, общаясь с приветливыми местными жителями и весело проводя вечера в шумной компании европейских туристов. Но как бы ни был прекрасен остров, пребывание на одном месте рано или поздно надоедает.
глаз замыливается и требует смены декораций, а душа просит новых впечатлений. И тут как нельзя лучше подходят морские прогулки, при которых взгляд свободно скользит по морской глади, беспрепятственно устремляясь к далеким горизонтам. Вообще, путешествуя по Филиппинам, я для себя подметил, что короткие морские переходы между островами, чередующиеся с несколькими днями пребывания на берегу, являются, пожалуй, лучшим решением для посещения островных государств. Однако приедается все, и здорово, что в запасе всегда есть варианты с самолетом, автобусом и автостопом. Островная жизнь на острове Сиаргао подошла к концу. И начинается новая на острове Паланган. Для этого я вернулся с острова Сиаргао на остров Суригау, перебрался в другой причал и сел на паром до острова Бахор. Оттуда я уже либо на автобусе по маленькому перешейку, либо на маленькой лодке доберусь до острова Палангао. Путь к острову Палангао начался для меня с автомобильного парома, на который вместе со мной погрузилось еще около сотни местных аборигенов с личными автомобилями. А вот иностранных туристов, кроме меня, на судне оказалось всего лишь двое. Данный паром явился третьим типом морского транспорта, из тех, на которых мне пока что довелось путешествовать по Филиппинам. Наряду с большими пассажирскими паромами, вмещающими несколько тысяч человек, и маленькими скоростными катерами, рассчитанными всего лишь на несколько десятков человек. Филиппинские автомобильные паромы по своей конструкции очень похожи на паромы, которые курсируют между Таманским и Керченским полуостровами, соединяя порт Кавказ и порт Крым. Еще до возведения знаменитого Крымского моста через Керченский пролив я несколько раз пользовался этой паромной переправой, когда путешествовал вокруг полуострова Крым на автомобиле. Однако, по ощущениям, переправа через узкий пролив, соединяющий Черное и Азовское моря, кардинально отличается от переправы между островами Тихого океана. Последняя дарит несравнимо больше ярких эмоций и потрясающих по красоте видов, открывающихся взору с верхней палубы корабля. Остров, к которому причалил мой паром, к моему удивлению, оказался не островом Бахоль, а островом Лейте. Интересно, что созвучное названию острова английское слово Лейте переводится как «позже». И действительно, на искомый остров Панглау я попаду теперь гораздо позже, потому что мне необходимо добраться на другую сторону острова, в другой порт, наверное, на автобусе, и там уже взять еще один дополнительный паром до острова Бахоль, откуда уже переправиться на Панглау. В нескольких минутах ходьбы от пирса, к которому причалил паром, в гуще пальмовых джунглей притаился небольшой автобусный терминал, на парковке которого меня уже ждал готовый к отправлению автобус. Вместе со мной в маршрутку села и парочка европейских туристов, прибывших со мной на пароме. Уже имеющиеся в маршрутке пассажиры приветствовали нас широкими улыбками, что вообще свойственно жителям Филиппин, которые в массе своей весьма доброжелательно относятся к иностранным туристам. Мой путь лежал через половину острова Лейте до деревни Бата, откуда отходят паромы на остров Панглау. Поездка обещала быть весьма интересной, однако довольно скоро она стала еще и в кавычках очень веселой. Дала о себе знать огромная восьмерка на одном из задних колес маршрутки, как раз на том, над которым находилось мое кресло. Так я и проскакал несколько часов на этом чертовом колесе по горному серпантину, любуясь при этом прекрасными видами тропических джунглей острова Лейте.
Только под вечер мне удалось добраться до деревушки Бато, где располагается порт. А все потому, что дорога из порта прибытия представляла собой горный серпантин, и автобус трясся по ней более 3 часов. И надо сказать, к моему удивлению, меня даже слегка укачало, чего не происходило до этого даже на многочисленных паромах. По прибытию я обнаружил, что паромы, конечно же, уже не ходят, и мне пришлось озадачиться поиском ночлега. Ну а перед сном я решил ознакомиться с особенностью местного времяпрепровождения. В частности, с ночной жизнью данной деревни, которая сейчас находится в полном разгаре. На пирсе играет живая музыка, работают кафе и уличный фастфуд. Филиппинцы кушают и предаются прогулкам. И я решил на пару часов к ним присоединиться. Посмотрим, что интересного я смогу здесь увидеть. Установка палатки в оживленной деревне не климатила, и пришлось искать отель. Карты Maps.me выдали мне всего лишь 2 варианта размещения, один из которых оказался полностью занятым, ну а второй больше походил на бичевскую ночлежку. Однако вариантов у меня уже не оставалось, и пришлось заселяться. Вот здесь пройдет моя сегодняшняя ночь. Меня ждет ранний отбой и ранний подъем, поскольку мой паром отходит уже в 7 часов утра. Спокойной ночи, друзья!